Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Testy Games. И о да, сегодня не танки, что я говорю, сегодня арта, фу-фу, коричневая техника 9-го левела, советская, да, проходная прокачиваемая ветка 212А. Я не артовод, но поскольку в ангаре есть данная техника, обзор мы за ней по ней, вернее, запилим, потому что, ну, есть в ангаре, давайте посмотрим, а как артоводы себя чувствуют на этой машине, либо не артоводы, такие игроки, как я, которые, по сути, никогда не играют на арте, получится ли нам сделать какие-то результаты на ней. Ну и по обзору, прежде чем, кстати, продолжим обзор, конечно же, прожми лайк, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И предлагаю данный обзор начать, как и по всей технике, которую рассматриваю, с бронирования. Давайте мы сначала здесь поглядим. Ага, ну такое, 60 миллиметров. Но все-таки сходим, посмотрим collision модель. Уточним. Итак, господа, collision модель нашей арты советской. Давайте быстренько пробежимся. Нифига себе, соточка, ого, а если фугасами сюда пытаться пробить, уже не пробьете, потому что, ну, на большинстве танков фугасы гораздо меньше бронепробития, нежели сотка. Ага, 122, вверху вот 66. Ребята, этой арте в НЛД лучше не стрелять, запомнили. Здесь 156, вот это ВЛД верхняя часть, тоже можно не пробить. Ага, здесь 66 пробьем. Здесь 370, 360 приведенки. То есть раз, два, три места, куда лучше ей не стрелять. 67. Маска орудия 180, 241. Вы все поняли, да? Казалось бы, нет арты, а нифига себе. В маску орудия тут, ну, на каких-то танках даже обычным типом снаряда не пробить. Рубка 60, щеки 157. То есть у арты места, куда вы будете стрелять фугасиком, дабы побольше нанести урону. Сюда не пробьете, сюда, в маску, в щеки рубки вы не пробьете фугасом. Боковое бронирование, понятно, тут везде полный картон. Вот такие вот приколы с бронированием. Хорошо, что зашли посмотреть. Так, приколы с броней изучили. Нифига себе, оказывается, тут броня есть. Ха-ха. Ладно, пошли дальше. Давайте поглядим на орудие. Пушечку я поставил топовую и рекомендую все модули выкачать на топ. Двигатель позволит на месте быстрее крутиться, подвижность вперед даст, там менять фланги, да. Ходовая вот как раз на месте. Ну, дальность связи 625 против 360, и дураку понятно, что надо качать. Ну и топовую пушку 100%. У нас 203 миллиметра, господа. Альфа, значит, смотрим. У нас 900, 1200 и 600. Вот 600 это бронебойный снаряд. 1200 с бронепробитием 65 это осколочно-фугасный снаряд. Обычный. И 900 это осколочно-фугасный с дезориентацией, с оглушением. 39 секунд заряжается на стойке пушка, ДПМ 1400 почти. Время дезориентации запоминаем, кстати, почти 18 секунд. Разброс у нас, господи, какие цифры против танков, 0,75, жесть. Время сведения больше 5 секунд. Я просто не артовод, и меня, конечно, вот такие вот цифры, особенно вот эти последние две, они, конечно, ввергают в супер восторг. По полевой модернизации. Во втором блоке доработку ходовой. В четвертом блоке комплекс Охотник М. В пятом блоке настройка гидравлики. И в седьмом блоке настройка механизма прицеливания. Вторым слотом мы берем, что нам не то, по сути, сильный. Ну ладно, разведку можно поставить. Ну а что еще? Что касаемо оборудования. Поскольку у нас закрытая рубка, естественно, рекомендую здесь ставить не УМП, а вентилятор. На арты мы ставим всегда 4 вида оборудования. Это досел, это усиленные приводы наводки, это дальше на выбор уже идет, смотря какая рубка. Либо вентилятор, это для закрытой рубки, и можем поставить УМП, вернее не можем, а можем только УМП поставить на открытую рубку, потому что на открытых рубках вентиль отсутствует. Вот здесь мы себя можем побаловать вентилем.
По снарядам. Рекомендую на любой арте, где это возможно, опять же, да, катать на осколочно-фугасных снарядах с дезориентацией. Вы не только будете настреливать урон прямыми попаданиями, с пробитием, либо без пробитий, либо с пылышом будете цеплять технику, поскольку это осколочно-фугасный снаряд, но вы еще и будете оглушать технику противника. И в тот момент, когда техника противника будет, экипаж под оглушением, по этой технике, если ваши союзники будут стрелять, у вас будет идти ассист по оглушению. Это важно, запоминайте. Бронепробитие здесь, конечно, самое маленькое, 52, но поверьте мне, на ассисте вы сможете приподняться. А это деньги, это серебро, по сути, которое вы будете вывозить из боя, нанося суммарного урона больше, чем прямого. По снаряжению. Ремка, аптечка. Огнетушитель, даже не знаю, есть ли смысл. Если вы уж загоритесь, вас засветили, начинают стрелять, вы просто огнетушитель сожгете. А вот чтобы делать хороший результат на технике, рекомендую ставить допаёк. Но если не ставить, ставьте маленький хотя бы огнетушитель. Не знаю, наверное так. Мега огромный экипаж, господа. У нас 6 членов экипажа, у нас 2 заряжающих радист. Перки наблюдайте перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам этой машины. Начнем мы, наверное, правильнее будет со сравнения. Я настроил 5 арт 9 левела полностью. Везде одинаковые настройки, то есть все перки. Полевая модернизация полностью прокачанная, оборудование стоит, допаёк везде стоит, даже инструкция везде стоит одинаковая на усиленные приводы наводки. И, соответственно, здесь мы и будем сравнивать машины 9 левела. Значит, по среднему урону наша советская арта 212А, она стоит на первом месте вместе с американской и с немецкой. Против английской и против французской, у которой самый маленький урон. Вот, дальше. Бронепробитие у нас на втором месте, можно сказать, на первом ГВ Тигр, там всего лишь на 1 миллиметр больше. Вот, по времени дезориентации мы стоим на третье место делим с американской артой, понятно. Скорость горизонтального прицела у нас, самая хорошая на французину, у нее маленькая альфа, у нас 13 секунд, в принципе. Вот, подошли к одной из самых основных настроек арт, вернее, возможностей настроек, это угол вертикальной наводки. И здесь мы, к сожалению, занимаем последнее место, деля его с французской артой. Первое место у нас по углу заброса за какие-то укрытия стоит американская арта. 65 градусов, у нас 45. Второе место занимает Великобритания. То есть 45 против 60, нифига себе. Это 20 градусов разница, это вполне себе серьезно. Плюс у нас очень... у нас УВН вниз вообще сумасшедшим. Для арты это не важный параметр. Нам самый главный тот, который вверх, а не вниз. Где мы будем вниз стрелять? Это, это смешно, правильно. Хотя, если как она будет стоять где-то на уклонах, может быть, этот параметр тоже где-то роляет. Но он у нас один из самых худших. В отличие от французской, где вообще 0. Ладно. Самое главное это вот этот, 45. То есть мы отстаем очень сильно против Америки и против Великобритании. Запомнили. Дальше. По точности и по времени сведения. 0.66 у нас сейчас получилось при максимальных настройках. Вот. Самая хорошая точность у нас на французе якобы, да. Разница на самом деле небольшая. По времени сведения... тоже средний параметр, такое третье там место, не сказать, что это самое худшее. Все арты примерно одинаково, различаются только углом вертикальной наводки, вот, как по мне, это один из главных параметров. Это второй параметр, это альфа, конечно же, бронепробитие, вот, и, время заряжания, понятно. Так, по ХП... Они примерно все одинаковые. По броне, кстати, наша самая защищенная. Мы с вами смотрели бронирование, и это видно, что по советской 212 очень часто можно ее фугасами в лоб-то и не пробить. Достаточно много бронированных мест.
Вот. Все остальное, в принципе, для нас не сильно важно. Единственная скорость. Максимальная скорость вперед 30. И у нас она самая маленькая, потому что мы самые бронированные. Вот, есть вон, смотрите, 51 летает, француз 51. Почти как СТ-шки ездят арты. А мы вот, к сожалению, 30. Самая медленная арта. Все эти параметры изучили, все остальное для нас не важно. Это касаемо сухих цифр. Сухих цифр. В принципе, все. Незаметность хотел еще посмотреть. Ну, незаметность у нас сратенькая. Прям скажем честно. 8, огромный сундук. И всего лишь 9%. Ну, это мало. Ладно, я не артовод. Сейчас поедем вместе с вами тестировать. Посмотрим, на что, собственно, советская арта способна. Погнали. Так, господа, обзор боем. Советская арта 9 левела. Сейчас мы на ней, наверное, вот сюда за бункер станем. Да, я думаю, здесь будем играть. Ну да, ну да. Так, осколочно-фугасные с дезориентацией, оно же оглушение. Привычное для многих. Сводимся. Готовимся. Будем сейчас стрелять. Да, сюда закидываем, кстати говоря. Сводимся только. Вот. 327. Кировцу сделали больно. Ух, тут двое. Заряжаемся. Вот. Двоим дали. Ребята, 800 уже урона. Единственное, у нас ЛТшка сдохла. Скоро мы можем сдохнуть. Это очень плохо, что ЛТ вот откиснул. Шит он тут дурит. Куда это он собрался? Цель видели? Мишень у него. Мы прям в мишень четко попали. Как вам точность орудия? 1100 урона, господа. Неудобно, неудобно. Заряжаемся. Нет. Тут мы уже не дадим. Вот этому можем бахнуть. Так, чисто для профилактики. Ух ты. Тут кто приехал? БЗшку подсветить можно?
На ББЗшку подсветить бы было бы хорошо. Да это понятно, свелись. Ее не видно ни хера. Сейчас мы ей накинули. Дали. Дали. Ну, 2300 дали. 2300. Слышь вы, артоводы, зачем маленьких обижаете? Ну нет. Нет. Ну, сойдет. 2300. Вот ассиста нету по оглушению. Опять же, стреляли по целям. Ни одна союзная тварь по нашему оглушению не стреляла. Вот. Счет, вы представляете, какой? 4-15. Мы, наверное, с нашим уроном, наверное, даже в топе. Просто. Вот думаешь порой, да? Что они там настреливают, артоводы? А мы вот сейчас посмотрим, что мы в нашей команде настреляли на советской арте. Что настреляли? О! Ребята, ну это просто жесть. Первый раз сел на эту арту поиграть там за 2 года, да. Из первого боя у нас 2300 урона, первое место по урону. По нолям. Вы представляете, сколько настреляли твари? По нолям. Так, а сколько наша арта американская дала? 500. А мы 2000. Я не артовод, не играю на арте. Не замечен. Смотрим, сколько здесь арта настреляла. Ай-яй-яй, вот она, да, 700, 300, вот артоводы, ничего не сделали. Я, игрок, который вообще на арте не играю, пришел, и вот вам. И вот комфортность, вообще, по сути, арт, не арт, вот как на них можно носить урон, делая больно танкистам, выматывая у них все нервы. Пожалуйста, садитесь на советскую арту. Да на любую арту садитесь и просто вот. Все обзоры сейчас идут один за одним по артам, да. И я хочу сказать. Первое место по урону, пожалуйста. Ребят, кто артоводы, пишите, как вам эта машина в целом, да, в сравнении с артами 9 левела. Как по мне, ну, обычная арта там чем-то сверхъестественно не отличается. Я на любую сажусь и захожу в топ-5, в топ-3 по урону. Я не знаю, как там вон сейчас в нашей команде сыграли артоводы напротив, и там в моей команде, что там настреляли по 500, по 700, по 300. Пожалуйста, на лайтах 2300. Фантастика. Ребят, прожимайте лукс, подписывайтесь на канал. Мы это арте по 5-бальной системе твердую 4 ставим. Арта как арта, приехал, всех нагнул, уехал, все, счастливый. А там у людей нервы как струна. Огонь же огонь, артоводам делать больно. Артоводам, танкистам, оговорился. Ладно, всем пока, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока.
поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.